Приветствую! У большинства владельцев Mavic Mini после обновления последней 500-й прошивки начала появляться ошибка скорости мотора. Вы можете начать летать, как ошибка появится или сразу, или же она может появиться через определенное время полета. А после посадки дрона у вас будет сигналить тот мотор, по которому у вас и возникает данная ошибка. Вот это снимай. Если у вас возникает данная ошибка, вероятнее всего у вас полный набор Mavic Mini Fly More Combo. Вероятно, что вы храните мини именно в фирменном кейсе, и после полета по данной ошибке у вас сигналит именно нижний левый мотор. Данная ошибка у вас будет появляться с большой вероятностью из-за деформации пропеллера. Дело в том, что из-за малейшей деформации пропеллера, которую вы визуально даже можете не увидеть на глаз, мотор, где деформирован винт, будет работать быстрее, чтобы компенсировать эту деформацию, чтобы квадрокоптер у вас летал как обычно. Если бы мотор при деформации пропеллера работал с обычной своей скоростью, в таком случае он вел бы себя нестабильно в воздухе, вплоть до того, что он мог просто завалиться и рухнуть. Чтобы убедиться, что у вас ошибка появляется именно из-за деформации пропеллера, вы можете поменять винты на сигналящем моторе с мотором по диагонали. В таком случае, после следующего полета у вас должен сигналить уже противоположный мотор по диагонали. Данная ошибка появляется у владельцев фирменного кейса в связи с неправильной упаковкой дрона в этот же кейс. Как мы видим, винты необходимо правильно сложить именно в таком положении, как указано на наклейке, перед тем как упаковать дрон в кейс. Если мы упакуем дрон с неправильно сложенными винтами, вот таким вот образом, вот этот вот горбик будет сдавливать вот эти винты, и они постоянно будут находиться в давлении. Соответственно, через некоторое время происходит деформация, и у вас начнет рано или поздно появляться ошибка скорости мотора. Чем если бы мы сложили винты правильно, они бы просто находили себя свободно здесь, так как здесь как раз таки предусмотрено место для этих винтов, они бы не сдавливались. Соответственно, с обратной стороны винты также необходимо правильно сложить, как показано на картинке, именно вот в таком вот порядке. Если у вас все-таки появилась эта ошибка, для решения вопроса необходимо вам всего лишь заменить пропеллеры на сигналящем моторе на новые пропеллеры, которые у вас либо идут в комплекте, либо купленные в магазине. Также вам необходимо уже в дальнейшем придерживаться инструкции, которая описана в самом кейсе, как именно необходимо складывать дрон. Для большей вероятности, чтобы вопрос не повторился, вы можете просто скручивать винты и складывать их отдельно. А при полетах вы прикручиваете винты обратно и летаете, наслаждаетесь полетами. Вы могли заметить, что при предыдущей 400-й прошивке и на более ранних версиях такой проблемы не было. Но это не так. При старых прошивках мотор также работал усиленно при деформации пропеллера, только вам об этом не выводилась ошибка, поэтому откат прошивки на более раннюю версию никак не решит этот вопрос. Также вы можете попробовать летать с этой ошибкой на свой страх и риск. Дрон ведет себя довольно стабильно в воздухе и визуально незаметно, чтобы он как-то неправильно летал. Однако помните, что из-за этой ошибки у вас какой-то мотор работает быстрее или медленнее обычной своей скорости. Если же дело оказалось не в пропеллерах и ошибка у вас не исчезает после замены на новые пропеллеры, вероятно, что у вас проблема уже именно с мотором, и пропеллеры здесь ни при чем. И вам действительно необходимо обратиться в сервис DJI для решения этой проблемы. На этом все. Всем пока!